Вы на канале «Это вкусно». Осенний сезон открываю блюдом из тыквы. Это будут маленькие тыквы, фаршированные курицей и грибами. Я это блюдо называю жульен в тыкве. Запекаю всю эту красоту в духовке и прямо в тыкве подаем на стол. Праздничное блюдо, которое не отнимет много времени, идеально для семейного ужина или небольшого торжества. Список всех ингредиентов будет в конце видео и в описании под ним, а я начну готовить. У меня 2 тыквы, каждая весом по 600 граммов. Отрезаю крышечку и удаляю семена. Вот что у меня получилось. На первом этапе тыкву буду запекать отдельно от начинки. Перекладываю тыквы в емкость для запекания, смазываю их внутри оливковым маслом, добавляю по маленькой веточке тимьяна, добавляю немного соли и черного перца. И несколько кусочков чеснока. Накрываю тыкву крышечкой и ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Тыквы должны пропечься практически до готовности. Поэтому время запекания может сильно отличаться в зависимости от того, какой сорт тыквы вы используете и как печет ваша духовка. Пока тыквы запекаются, приготовлю начинку. 300 граммов грибов нарезаю крупными кубиками. Такими же кубиками нарезаю одну большую луковицу. 500 граммов куриного филе режу на кусочки размером около 2 см. Не очень мелко, чтобы они остались сочными. Разогреваю в сковороде растительное масло и добавляю немного сливочного масла. Я использую топленое сливочное масло Ки. Как его приготовить, оставлю для вас ссылку на рецепт в описании. Всыпаю грибы и готовлю на полной мощности плиты минут 5. Как только из грибов выпарилась вся влага, добавляю к ним соль, черный перец и немного тимьяна. Перемешиваю. Грибочки готовы. Перекладываю их в емкость, а в эту же сковороду добавляю еще немного растительного и сливочного масла и обжарю лук до золотистого цвета. Добавляю курицу и готовлю около 5-7 минут. Как только филе начинает зажариваться, добавляю соль, черный перец. Возвращаю в сковороду грибы, перемешиваю. Вливаю 200 мл сливок. У меня они жирностью 15%. Можно брать любые. Прогреваю всю начинку. Соуса должно быть много, так как начинка будет сочнее. Через 2-3 минуты добавляю около 100 граммов тертой моцареллы. Еще минутку и начинка для тыквы готова. Проверю готовность тыквы. Они запекались довольно долго, 40 минут. Готовая тыква должна держать форму, но быть достаточно мягкой. Проверяю зубочисткой, как раз то, что нужно. Достаю веточку тимьяна и заполняю тыквенные горшочки начинкой. Если останется немного начинки, можно переложить ее в любую форму для запекания и запечь вместе с тыквой. Получится классический жульен. Посыпаю все натертой моцареллой. И отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. И тыква, и начинка у нас готовы. Нужно просто, чтобы вкусы и ароматы объединились и расплавился сыр. Если хотите коричневую корочку, включите гриль на 2 минуты в конце приготовления или чуть дольше подержите в духовке. Мои тыквы готовы, можно пробовать. Представьте этот волшебный аромат, когда вы достаете их из духовки.
А подача, курочка, грибы, сливки – все внутри маленькой ярко-оранжевой тыквы. Красота! Просто и очень вкусно, идеально для ужина или небольшого торжества. Готовьте и наслаждайтесь! Для приготовления мне понадобилось 2 мини-тыквы весом 200 кг, 300 граммов грибов, 500 граммов куриного филе, 200 мл сливок 15%, 150-200 граммов моцареллы, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, тимьян, черный перец и соль. Еще больше рецептов вкуснейших блюд из тыквы смотрите в этом плейлисте. Там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это вкусно!